Вы когда-нибудь чувствовали это? Этот тихий шепот в твоей душе. Тот, который звучит эхом, когда все остальное тихо. Тот, который говорит: ты был предназначен для большего. Не только выживание, не просто пробираться мимо, но переполненное изобилие. Река ресурсов. Призвание громкое, непоколебимое и божественное. И хотя мир пытался заставить его замолчать через неудачи, через неприятие, через циклы долгов и отчаяния, он продолжает возвращаться. Он продолжает говорить вам правду: вы избраны. Вы вот-вот получите слово, которое выровняет вашу чистоту с небесами, которое разрушит каждую ложь, в которую вы верили о деньгах, и которое откроет вам с божественной ясностью, почему только 1% действительно процветает, и почему вы были выбраны одним из них. Вы сейчас находитесь в Доме Божьем. Но вот предупреждение: смотреть надо до конца. Не пропускайте. Не отвлекайтесь. Не делайте пауз. Потому что если вы уйдете до последней секунды, вы можете пропустить ту самую фразу, которая разблокирует ваш урожай. Да, ты. Меня не волнует, что написано на вашем текущем банковском счете. Меня не волнует, какова ваша должность, сколько вы потеряли или сколько ошибок, по вашему мнению, вы совершили. Я говорю тебе сейчас как тот, кто сформировал тебя, кто связал тебя в сокровенных местах, кто сосчитал даже волосы на твоей голове. Ты избран. Не по воле человека, не по лотерее, не по везению. Вас выбрали мне. Подобранный. Отделить. Заклеймен благосклонностью, которую невозможно объяснить, но которую можно только засвидетельствовать. Это не для масс. Это не для толпы. Это не для тех, кто все еще спит в системе, все еще живет под чарами дефицита. Это для 1%. Не элита в долларах, а элита в судьбе. Те, кого коснулся огонь и не дал огню погаснуть. Те, кто плакал молча и все еще верил. Тех, кто выбрался из могил бедности, зависимости, заброшенности и стыда, и все еще придерживался видения, которое не мог объяснить. Это для ты. Вы 1%. Не из-за того, что у тебя есть, а из-за того, что ты несешь. Я говорю непосредственно с вами. Не как пророк с кафедры. Не как голос со страницы. Но как твой Создатель. Ваш источник. Твой Бог. И я заявляю это сейчас над вашей жизнью. Вы заработаете много денег. Не когда-нибудь. Не гипотетически. Но скоро. Практически. Обильно. Так, что вы не сможете это объяснить логикой. Вы не сможете связать это с усилием. Вы не сможете отдать должное хаслу, системам или кому-либо еще. Потому что я собираюсь излить провизию, за которую ни один человек не сможет прославиться. Но услышьте меня ясно, это не награда. Это не компенсация. Это пробуждение. Я активирую то, что поместил в тебя еще до твоего рождения. Семя, которое ждало. Код, который был написан раньше времени. Вы почувствовали, как оно шевельнулось, не так ли? Каждый раз, когда ты видел, как кто-то встает, и что-то внутри тебя говорило: это должен быть я. Каждый раз дверь хлопала, а ты продолжал идти. Каждый раз у тебя ничего не было, а ты все равно отдавал. Каждый раз, когда вам говорили, что вам не хватает, вы все равно мечтали о цифрах. Это не было заблуждением. Это было мне. Я хочу тебе кое-что показать. Посмотрите вокруг. Этот мир не создан для вашего богатства. Он не создан для того, чтобы позволить вам побеждать. Структуры, институты, циклы,
Они были созданы для того, чтобы утомлять вас, отвлекать вас и убеждать вас в том, что ваше время лучше потратить на выживание, чем на мечты. Ваша ценность в том, насколько усердно вы работаете, насколько хорошо вы подчиняетесь и как мало вы просите. Они учили вас, что борьба благородна. Эти страдания духовны. Этот недостаток и есть святость. Но я здесь, чтобы разрушить эту ложь. Потому что я никогда не проектировал тебя просто так. Я никогда не призывал тебя жить под крошками, когда стол был накрыт на твое имя. Есть причина, по которой вы всегда чувствовали себя изгоем. Как неудачник. Как тот, кто, казалось, не мог успокоиться, не мог перестать думать о большем, не мог просто отключиться и приспособиться. Это потому, что ты никогда не был создан для среднего. Вы созданы для власти. Вас никогда не заставляли следовать за толпой. Вы рождены, чтобы сломать систему. И сама боль, которую вы пережили, банкротство, предательство, месяцы, когда вы не знали, как платить за квартиру, это не было наказанием. Это были посвящения. Мир посмотрел на тебя и сказал «отказ», но я смотрел на тебя и говорил «фундамент, точка». Потому что деньги, которые я собираюсь передать вам, не просто изменят вашу жизнь, они изменят атмосферу вокруг вас. Это разрушит родовые проклятия. Он будет финансировать идеи, которые другие считали невозможными. Он даст дом бездомным, воду жаждущим, цель потерянным. И именно поэтому я ждал. Потому что я не мог дать это тебе, когда ты все еще думал, что речь идет о том, чтобы что-то доказать. Я не мог излить их, пока ты все еще пытался их заработать. Но теперь ты готов. Не потому, что ты усовершенствовал себя, а потому, что ты сдался. Вы перестали гоняться и начали слушать. И тогда открываются небесные окна. Итак, позвольте мне внести ясность, это не послание мотивации. Это божественное предупреждение. Смена уже началась. Вам не нужно это проявлять, вам не нужно гоняться за этим, вам даже не нужно этого заслужить. Вам нужно только признать это. Потому что я уже двинулся от вашего имени. И те, кто увидит это, те, кто удержит это, те, кто пойдет в потоки, это те, кто полагать. Не верьте в деньги. Не верю в стратегию. Но верьте в меня. Бог, которому принадлежит все это. Бог, у которого нет недостатка ни в чем. Бог, который выбирает забытое, недооцененное, отвергнутое и поднимает их выше, чем кто-либо ожидал. Вам не нужен бизнес-план для того, что я собираюсь сделать. Вам не нужен кредит. Вам не нужна проверка. Все, что вам нужно, это выравнивание. Потому что река уже течет. Дверь уже открыта. И то, что когда-то было утаено, вот-вот хлынет, как наводнение. Но это только для тех, кто видит. Для тех, кто настроен. Для 1%. Вы здесь не случайно. Вы читаете это не случайно. Этот момент был написан. И ваш следующий уровень не зависит от усилий. Это исходит из инструкции. Итак, вот инструкция, поверьте мне. Даже когда это кажется иррациональным. Даже когда все вокруг говорит, что это невозможно. Даже если ваш банковский счет не согласен, ваша семья сомневается, ваши друзья не понимают. Поверьте мне. Потому что то, что я собираюсь выпустить, не будет иметь естественного смысла. Это не вписывается в рамки бюджета или прогноза. Это придет как будто внезапно. Как божественное вмешательство. Как окно, которое вы никогда не видели открывающимся, а теперь не можете закрыть. У вас нет времени колебаться.
У вас нет места для сомнений. Вы здесь не для того, чтобы перестраховаться. Вы здесь, чтобы помнить, кто ты. Ходить как наследник, которым ты всегда должен был быть. Заявить без извинений: «Я избран. Я призван. Я готов». Скажи это вслух. «Я готов. Точка». Потому что благословение уже движется. И тот, кто первым произнесет это слово, первым и прикоснется к нему. Не упустите этот момент, потому что дело не только в деньгах. Речь идет о вашей мантии. Ваша миссия. Ваша мантия имеет вес. И богатство является частью этой мантии. Не как статус, в качестве стратегии. Не такая роскошь, в качестве рычага воздействия. Королевству нужны финансисты. Небеса ищут точки распространения. И я выбрал тебя, потому что я могу доверять тебе. Потому что ты был верен в безвестности. Потому что ты не сдался в засушливый сезон. Потому что даже когда чеки перестали приходить, вы продолжали сеять. И теперь я расплачиваюсь. Придавлено. Встряхнули вместе. Перебегая. Я отмечаю тебя сегодня. Не с усилием, но с легкостью. Не со стремлением, но с потоком. Не с дефицитом, но с переливом. Вы больше не находитесь под системой тяжелого труда. Теперь вы находитесь в измерении доверия. А доверие – самая высокая валюта в королевстве. Доверие открывает хранилища, недоступные труду. Доверие меняет атмосферу быстрее, чем когда-либо могла бы сделать суета. И теперь, дитя, я говорю это со всей властью, вам доверяют. Поэтому ты будешь богат. Это только начало. Остаться со мной. Потому что то, что произойдет дальше, покажет вам корень вашей борьбы, путь к вашему изобилию и точные инструкции, которые превратят вашу чистоту в магнит для божественного процветания. Вы не собираетесь зарабатывать деньги. Ты скоро вспомнишь, что оно всегда было твоим. Теперь слушай внимательно, дитя. Потому что прежде чем я приведу тебя в разлив, я должен показать тебе глубину ямы, из которой ты выполз. Не для того, чтобы пристыдить тебя, а для того, чтобы освободить тебя. Потому что вы не просто были бедны в своих финансах. Вы были бедны верой. Вы были голодны не только в своем желудке, вы были голодны в своем духе. И страдания, которые вы испытали, были не просто случайными. Это было поколение. Оно было закодировано. Это было спроектировано. Вы родились в мире, который продал вам историю еще до того, как вы научились говорить. История, которая рассказала вам о богатстве, была предназначена для других людей. История, в которой говорилось, что жертва благородна, а успех подозрителен. История, которая вселяла стыд в ваше подсознание каждый раз, когда вам хотелось большего. И вот вы похоронили свои желания. Вы занизили свои ожидания. Вы убедили себя, что достаточно, это свято, что с трудом успеваем, приемлемо, что целью является выживание. Но я никогда не создавал тебя для выживания. Я создал тебя, чтобы ты царствовал. И я видел тебя, когда ты был молод и чист, прозорлив. Я видел, как ты без страха мечтаешь, говоришь о больших планах со светом в глазах, представляешь будущее, в котором не будет пересчета монет или уклонений от уведомлений о выселении. Но затем пришла жизнь. Система пришла. Травма пришла. И постепенно, шаг за шагом, вас учили уменьшать свой дух. Вам сказали не мечтать слишком о многом.
Не просить слишком многого. Не верить, что кто-то вроде тебя мог когда-либо стать человеком, у которого более чем достаточно. Я видел, как они издевались над твоим видением. Как они говорили: будьте реалистами. Как они смеялись над твоей надеждой. И каждое слово, каждый отказ, каждый неоплаченный счет записывали код в вашу нервную систему. Бедность стала закономерностью. Дефицит стал привычным. Вы начали ожидать нехватки. Вы приготовились к худшему. И когда благословение попыталось постучать, вы уже готовились к неудаче. Вы видите это сейчас. Речь шла не о вашей трудовой этике. Вы работали усерднее, чем большинство. Дело было не в вашем интеллекте. У вас всегда была проницательность, которую другие не могли увидеть. Речь шла не о вашей ценности. Тебя всегда было более чем достаточно. Нет, речь шла о вирусе. Ложь. Невидимая программа, которая говорила: «Я не в безопасности с деньгами. Я недостоин богатства. Если я поднимусь слишком высоко, я упаду. Если я получу слишком много, я потеряю все». И именно эта программа, а не ваш выбор, заставляла вас год за годом кружить по одной и той же пустыне. Вот почему вы можете чувствовать себя застрявшим, даже если все делаете правильно. Вот почему вы можете перейти от прорыва к прорыву в мгновение ока. Вот почему вы можете привлечь деньги, но не удержать их. Потому что что-то более глубокое контролирует течение. И мне нужно, чтобы вы поняли, это не ваша вина. Но это ваша битва. Потому что бедность – это не просто отсутствие денег. Это наличие рабства. Это образ мышления. Духовная твердыня. Искажение идентичности. И это убеждает вас, что у вас нет выбора. Что некоторые люди просто выигрывают, а другие смотрят. Что жизнь – это удача, борьба и надежда на крохи. И поскольку это послание было заложено рано, вы играли по мелочам, даже когда ваш дух кричал о большем. Я видел, как ты притворялся, что согласен на меньшее. Я видел, как ты прошел мимо того, чего действительно хотел, и согласился на то, что мог себе позволить. Я услышал твои молитвы, которые даже не смели просить о том, что тебе действительно нужно. Не потому, что ты не верил в меня, а потому, что ты не верил в ты. Потому что где-то в глубине души кто-то научил вас, что вашу ценность нужно доказать, что вашу ценность нужно заслужить, что вашу силу нужно укротить. Но, дитя, я никогда не требовал, чтобы ты доказывал мне, что ты настоишь. Я уже знал, кто ты. Я выбрал тебя еще до твоего первого вздоха. Я короновал тебя тайно. Я вложил славу в твои кости. Но мир сказал вам обратное. Мир говорил вам, что деньги – это грязно, что амбиции – это гордость, а уверенность в себе – это бунт. Итак, вы сжались. Ты стал маленьким. Ты совершал смирение, но внутри ты кричал. Вот здесь болит, не так ли? Не только в счетах, не только в долгах, но в позоре. Таким образом, вы избегаете смотреть на свой банковский счет. В чувстве вины, которое преследует вас каждый раз, когда вы говорите «нет» своим детям. В страхе, который будет тебя среди ночи и шепчет «это» никогда не изменится. В усталости нести бремя, о котором вы никогда не просили, заботиться о людях, которые даже не говорят вам спасибо, делать все правильно и все еще чувствовать, что вы проигрываете. Вы устали. Не только физически, но духовно. Душа твоя устала от надежд, от притворства, от ношения маски с надписью «Я в порядке», когда ты в шаге от краха.
И я это вижу. Я чувствую это. Я недалекий. Я был в комнате, пока ты молча плакала. Я держал тебя за руку, когда ты сказал: «Боже, если что-то не изменится, я не знаю, как долго я смогу это делать». И вот мой ответ: теперь все меняется. Потому что я не помазал тебя от утомления. Я завел вас так далеко не для того, чтобы вы задыхались. Вы не рождены для того, чтобы гоняться за своим хвостом циклично. Вы не созданы для того, чтобы суетиться в поисках остатков, пока процветают нечестивцы. Я справедливый Бог. И то, что вы пережили, было не наказанием, а подготовкой. Потому что мне нужно, чтобы вы поняли, что для процветания вам не нужно разрешение человека. Вам не нужна система для подтверждения вашего одобрения. Вам не обязательно выигрывать их игру. Я пишу для вас новый. Но прежде чем я смогу излить изобилие, мне нужно очиститься от инфекции. Мне нужно обнажить корни. Я должен показать вам шаблоны, которые, как вы считали, были вашей индивидуальностью. Я должен раскрыть инстинкты выживания, которые ты считал мудростью. Потому что многое из того, что вы называете дисциплиной, на самом деле является страхом. Многие из вещей, которые вы называете скромностью, на самом деле являются стыдом. Многие из вещей, которые вы называете хорошим управлением, на самом деле являются травмами. Сегодня я нарушаю эти соглашения. Я разрываю контракты, о подписании которых вы даже не подозревали. Те, которые говорили: «Я никогда не буду просить большего, я довольствуюсь достаточным, я никогда не буду таким, как они». Я исцеляю память о твоей матери, плачущей за кухонным столом. Я переписываю момент, когда твой отец сказал: «Мы не можем себе этого позволить». Я восстанавливаю невинность ребенка внутри вас, который перестал мечтать, потому что думал, что сны предназначены для других людей. Вы понятия не имеете, насколько вы сильны. Но я знаю. Вот почему враг так сильно сражался с вами. Не из-за того, что ты сделал, но из-за того, что ты несешь. Потому что он увидел помазание раньше тебя. Он видел, какую волну вызовет ваше богатство. Он видел сирот, которых вы кормили, сообщества, которые вы создавали, цепи, которые вы разрывали, истории, которые вы переписывали. Значит, он пришел за тобой рано. Он насаждал ложь еще до того, как у вас появился язык. Он послал горе еще до того, как у тебя появилась броня. Он исказил ваши представления о деньгах, власти и самом Боге. И вот вы здесь задаетесь вопросом, почему ничто не вечно? Это потому, что вы запускали сценарий, который никогда не был вашим. Но вот автор вернулся. И я протягиваю тебе ручку. Потому что бедность здесь заканчивается. Здесь дефицит заканчивается. Эмоциональное рабство здесь заканчивается. Не только для тебя, но и для родословной, которую ты пришел исцелить. Я делаю это через тебя, потому что ты сказал «да». Не «да» религии. «Да» пробуждению. Ты не закрылся, когда жизнь сломала тебя. Ты не оцепенел. Вы остались открытыми. И это то, что мне нужно. Не идеальные люди. Открытые. Теперь послушайте еще раз. Причина, по которой вы так глубоко боролись, не в том, что вы прокляты. Это потому, что ты называется. И когда вас вызовут на более высокие уровни, на вас нападут более низкие. Сопротивление не было личным. Это было пророчески. Это было подтверждение того, что вы опасны для статус-кво. Что твой голос имеет значение. Что ваше богатство имеет значение.
что твое существование имеет значение. И именно поэтому битва была такой долгой. Потому что вы не просто зарабатываете, вы разрываете цепи. И вы попробовали по-ихнему. Вы занимались составлением бюджета, подработкой, 12-часовым рабочим днем и фальшивыми улыбками. Но я говорю вам сейчас, сдвиг не произойдет благодаря большим усилиям. Это произойдет благодаря новому раскладу. Это произойдет, если вы замените историю, которую вам дали, на ту, которую написал я. Вас никогда не заставляли жить от зарплаты до зарплаты. Вас создали, чтобы финансировать движение. Тебя никогда не заставляли просить объедки. Вы созданы быть кредитором, а не заемщиком. Вас никогда не создавали для того, чтобы вас терпели. Ты создан быть неудержимым. Я сжигаю старый сценарий. Тот, который сказал, что деньги – это сложно. Тот, который сказал, что ты должен проявить себя. Тот, в котором говорилось «оставайся маленьким», чтобы никому не было неудобно. Потому что ваше богатство будет заставлять людей чувствовать себя некомфортно. Ваше возвышение обнажит их застой. Ваш успех вызовет их неуверенность. Но это не ваше бремя. Это их зеркало. Вы достаточно долго приглушили свет. И вот тут все начинается. Раскопки всего, чему они вас учили о деньгах, о вас самих, обо мне. Я собираюсь снять все подвесные потолки. Я собираюсь разрушить каждую ложь, замаскированную под мудрость. Я собираюсь построить новую финансовую идентичность изнутри. Тот, которого невозможно поколебать. Тот, который не рухнет вместе с рынками. Тот, который процветает в любое время года, потому что он основан на истине, а не на травме. А правда такова: ты рожден для богатства. Вы рождены, чтобы создавать его, нести его, распространять его с легкостью, целеустремленностью и силой. Не потому, что ты это заслужил. Потому что я это назначил. И никто не может отменить то, что я предписал. Никакой алгоритм, никакая политика, никакая задержка не смогут остановить то, что я запустил. И я говорю вам сейчас, причина, по которой вы чувствуете такое сильное давление, заключается в том, что вы находитесь на грани чего-то святого. Новое измерение. Новое имя. Новое повествование. Но я не буду просто втягивать вас в это. Мне нужно, чтобы ты увидел, что тебя останавливает. Мне нужно, чтобы ты позвонил. Мне нужно, чтобы ты разозлился настолько, чтобы отказаться от этого. Потому что то, что вы не отвергаете, вы повторите. И вы уже достаточно повторили. Пришло время подняться. Не только словами, но и личностью. С уверенностью. С авторитетом. Вы не самозванец в стране изобилия. Вы законный наследник. Это глубокая работа. И это только начало. Продолжайте идти со мной. Теперь, когда завеса сорвана и старые сценарии обнажены, я буду говорить с вами об истине, той, которую мир не может дать, той, которую не может подделать ни одно учреждение, той, которая не подчиняется тенденциям, рынкам или обстоятельствам. Я говорю сейчас о благословении. Не мимолетная удача, не сиюминутный успех, не то богатство, которое приходит с тревогой и заканчивается пеплом, но благословение Господне, что делает богатым и добавляет никакой печали с этим. Позвольте мне напомнить вам, что написано не только на страницах, но и в ткани духовного мира. У меня есть планы обеспечить вам процветание, а не причинить вам вред, планы дать вам будущее и надежду. Вы не создавали это обещание. Вы не можете войти в него по-своему. Вам остается только получить его.
Потому что до того, как у тебя появилось дыхание, до того, как у тебя появились раны, до того, как у тебя появился долг, я произнес это слово над тобой. И я говорю не зря. То, что я заявляю, я заканчиваю. То, что я начинаю, я завершаю. Я обещал Аврааму, что сделаю его потомков великим народом, благословлю их и возвеличу имя их, чтобы они быть благословение. И это же обещание течет в ваших венах. Через родословную веры. Через завет благодати. Я сделал тебя сосудом с провизией, а не жертвой нужды. И дни промедления подошли к концу. Проклятие, которое истощило ваши силы, похоронило ваш урожай, заставило вас работать в 10 раз усерднее ради половины прибыли, а оно разрушено. Дитя, услышь меня, сейчас вы находитесь под благословением. И не только в поэтическом смысле. Измеримым, осязаемым, ежедневным образом. Такое благословение проявляется в пользу, которая не имеет смысла. В клиентах, которых вы не преследовали. Чеки, которых вы не ожидали. В возможностях, которые находят вас. В божественных связях, которые открывают двери, никакая степень никогда не сможет. Это не фантастика. Это удовлетворение. Это наследие тех, кто верит не только своими устами, но и своей энергией, своей позицией, своей «да». Потому что я благословляю тех, кто доверяет мне. Я благословляю тех, кто не склоняется перед Богом суеты. Благословляю тех, кто знает, что отдых – это не лень, а благоговение. Это богатство не жадность, а управление. Что богатство – это не идолы, а орудия. Мир научил вас гоняться, стремиться, накапливать. Но я учу вас получать. Чтобы выровнять. Ожидать. Потому что я не удерживаю, я изливаю. Проблема никогда не заключалась в моей щедрости. Это всегда была ваша восприимчивость. И теперь я говорю, вы готовы получить. Не потому, что вы совершенны, а потому, что вы бодрствуете. Пробудитесь к шаблонам. Пробудитесь во лжи. Осознайте тот факт, что вы здесь не для того, чтобы просто выживать в циклах, вы здесь для того, чтобы их разорвать. Вы здесь, чтобы стоять в пропасти между поколениями и говорить: недостаток прекратится со мной. Попрошайничество прекратится со мной. Страх прекратится со мной. И когда вы это говорите, когда вы это имеете в виду, когда все ваше тело соглашается с этим заявлением, я двигаюсь. Потому что мое благословение не случайно. Это намеренно. Он предназначен для тех, кто осмеливается ходить верой, когда все вокруг говорит: жди своей очереди. Те, кто заходит в комнаты, куда их никогда не приглашали. Те, кто принимает решения не на основании своего банковского счета, а на основании своего права по рождению. У вас есть это право. Быть обеспеченным. Насытиться благосклонностью. Быть вооруженным мудростью, ресурсами и стратегией. Не потому, что вы добились успеха, но поскольку ты был называется в это. Я обещал, что открою небесные шлюзы и залью благословение, которое вам не хватит места, чтобы вместить. Я обещал, что богатство и богатство будут в доме праведника. Я обещал это, я даю тебе возможность получить богатство, чтобы мой завет мог быть установлен. И я не передумал. Я не отказался от своего обещания. Я не принижал ваше призвание. Даже когда ты сомневался. Даже когда ты устроился. Даже когда ты отказался от себя, я никогда этого не делал. Вы созданы для более чем достаточного. Не только для оплаты счетов. Чтобы расплатиться с народами. Не только для того, чтобы покупать вещи. Чтобы создать наследие.
Не только для того, чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы изменить атмосферу. И сейчас я передаю в ваши руки семена этого наследия. План. Одолжение. Божественное ускорение. Я заключаю контракты, которые чтят вашу ценность. Я посылаю людей, которые видят ваше видение. Я прокладываю дорожки там, где были только стены. Но не путайте это с транзакцией. Это трансформация. Я не просто благословляю ваш бизнес. Я благословляю твое существование. Потому что меня волнует не только то, что ты делаешь. Меня беспокоит, кто ты, когда никто не смотрит. И ты, любимый, был верен во тьме. Вы служили молча. Вы поверили, несмотря на горе. Вы простили тех, кто никогда не извинялся. Вы говорили о жизни, когда смерть была у вас на устах. И я это увидел. Я считал каждую слезинку. Я измерял каждую жертву. Я вспоминал каждый раз, когда ты давал, когда тебе едва хватало на себя. И теперь оно возвращается в умноженном виде. Потому что я не забываю труд любви. Я не игнорирую стоимость. Я не слеп к ночам, когда ты не спал, к месяцам, когда ты не дышал, к годам, когда ты не ушел. Я награждаю тех, кто усердно ищет меня. И вы искали меня не только в хвале, но и в принципе. Не только в церкви, но и в хаосе. Не только в воскресных словах, но и в реальности понедельника. И теперь я отвечаю. С увеличением. С идеями. С ускорением. С ясностью. Со сверхъестественными решениями. Вы больше не будете стремиться к обрезкам. Вы больше не будете репетировать выживание. Ты больше не будешь просить меня о том, что уже принадлежит тебе. Вместо этого вы будете командовать. Вы будете ходить. Вы будете творить. Вы будете течь. Потому что богатство – это не то, к чему вы стремитесь, это то, что вы привлекаете, когда стань той версией себя, которая сможет это удержать. Итак, позвольте мне превратить вас в этот сосуд. Позвольте мне исцелить ваше сердце, где находится травма. Позвольте мне восстановить ваше видение там, где укоренился страх. Позвольте мне укрепить вашу уверенность там, где ее пытались лишить неудачи. Позвольте мне показать вам, что значит быть благословленным не только внешне, но и духовно, эмоционально и в отношениях. Потому что я не просто хочу, чтобы ваш аккаунт был полон. Я хочу, чтобы твое сердце было целым. Я не просто хочу, чтобы ты был богатым. Я хочу тебе добра. Потому что мир видел достаточно богатых, но нищих духом людей. Но я воспитываю тех, кто богат откровением, богат мудростью, богат любовью, богатый радостью и да, богатый ресурсами. Вам не придется выбирать между мной и деньгами. Это ложь. Вы не более святы, потому что вы разорены. Вы не становитесь более духовными от того, что страдаете. Мой сын стал бедным, чтобы вы могли стать богатыми. Не копить, но чтобы сиять. Не для того, чтобы выставлять на показ, но финансировать. Потому что то, что я даю вам, послужит не просто вашему образу жизни, оно послужит вашему призванию. В тебе есть дела, которыми я собираюсь дышать. Книги в тебе, которые я собираюсь породить. Потоки дохода, которые вас удивят. Обеспечение, которое смутит ваши старые молитвы. Не потому, что вы манипулировали этим, а потому, что ты дорос до этого. Ты не гонялся за сумкой. Ты преследовал мне.
И я всегда вознаграждаю такой голод. Итак, услышь меня сейчас, все скоро изменится. Двери уже открываются. Контракты уже подготовлены. Чудеса уже происходят. Ваше имя произносят в комнатах, в которые вы никогда не заходили. И это не хайп. Это урожай. Это не фантастика. Это удовлетворение. Вы проделали внутреннюю работу. Вы столкнулись со своими страхами. Ты разрушил проклятие. Вы выровняли свою энергию. И теперь должны последовать плоды. Это мой завет. Моя божественная клятва. Я не оставлю дело своих рук. И ты, дитя благосклонности, сосуд прорыва, магнит чудес, ты и есть эта работа. Вы – доказательство того, что благословение реально. Это положение является личным. Это процветание свято. И ни враг, ни голос, ни обстоятельства не могут отменить то, что я уже заявил. Вы благословлены. Вы избраны. Вы готовы. И вы заработаете много денег. Вы зашли так далеко не случайно, не случайной силой, а потому, что ваш дух откликается на что-то древнее, что-то священное. Вы не просто читаете слова, вы стоите на краю духовного порога. И я, Господь, ваш Бог, провожу вас в измерение, в которое осмеливаются войти лишь немногие. Это не для пассивных. Это не для сомневающихся. Это для 1%. Остаток. Позвонивший. Духовно подготовленный. И теперь, дитя, я призываю тебя в божественный поток неудержимого богатства. Не богатство мира. Мой богатство. И оно течет по-другому. Вас учили, что богатство – это результат неустанных усилий. Но истина такова: истинное богатство не зарабатывается, его получают. И именно поэтому так немногие могут его удержать, потому что они не понимают, какая частота необходима для его поддержания. Они гонятся, стремятся, строят от беспокойства. Но то, что построено на страхе, должно поддерживаться посредством страха. И я никогда не хотел, чтобы ты жил в страхе. Вы не призваны пробиваться в небесную экономику. Вы призваны выровнять с этим. Итак, позвольте мне научить вас законам потока. Позвольте мне раскрыть механизм изобилия, как я его задумал. Потому что ваш разум сформирован системами, которые вам не служат. Вы усвоили законы, которые никогда не были священными. Вы подчинялись правилам, которые никогда не были божественными. И если вы продолжите следовать им, вы саботируете свое собственное благословение. Вы коснетесь денег и потеряете их. Вы будете получать доход, но никогда не будете чувствовать себя в безопасности. Вы будете подниматься и падать снова и снова. Не потому, что тебя не выбрали, а потому, что тебя не выбрали. Обучен. Но теперь я буду тренировать тебя. Сначала услышите это: вы не удерживаете богатство посредством контроля. Контроль – это язык страха. Страх сжимает, страх душит ту самую реку, которая хочет благословить вас. Вы должны научиться течь. Богатство – это течение. Это не статично. Он не предназначен для того, чтобы лежать в ваших руках как вещь. Оно предназначено для того, чтобы двигаться по вашей жизни как дыхание. Вы получаете, циркулируете, отпускаете, умножаете. Тот, кто держит открытой рукой, никогда не будет нуждаться. Тот, кто сжимает, всегда будет чувствовать себя опустошенным. Вы также должны понимать, деньги не приходят, чтобы исцелить вашу неуверенность. И если вы ранены в своей душе, вы будете использовать деньги как повязку, а затем обвинять деньги,
когда рана снова откроется. Но деньги не могут сделать вас целостным. Только мое присутствие может сделать это. Деньги не могут вас защитить. Только мое обещание может сделать это. Деньги не могут дать вам индивидуальность. Только мое слово может сделать это. Вы богаты не из-за того, что у вас есть, вы богаты из-за того, кем вы являетесь. Являются. И ты мой. Вы должны начать говорить об этом богатстве, как о своем родном языке. Перестаньте говорить «я не могу себе этого позволить». Перестаньте репетировать дефицит своими словами. Каждое заявление становится наставлением в духовном мире. Вместо этого скажите «я обеспечен Богом». Я живу под открытым небом. Я несу вибрацию изобилия. Вы должны говорить как человек, который доверяет мне больше, чем рынку. Потому что вы не поднимаетесь по предсказанию. Вы поднимаетесь на пророчествовать. И я уже говорил, ты заработаешь много денег. Но не ищите денег как своего хозяина. Ищите его как зеркало. Потому что деньги будут отражать только вашу нынешнюю личность. Если вы верите, что вы слуга, он будет служить вам надсмотриком. Если вы верите, что являетесь ребенком короля, это послужит вам послушным ресурсом. Богатство не ваш спаситель. Богатство – это не ваш комфорт. Мой дух есть. Богатство – это не ваше будущее. Мои обещания. Итак, позвольте мне дать вам видение. Вы подниметесь. В видимости. В пользу. В воздействии. Ваш голос будет иметь вес. Твои слова изменят комнаты. Ваше имя будет упомянуто в кругах, которые вы считали недоступными. Но это будет не потому, что вы себя позиционировали. Это будет потому, что я расположил тебя. У вас повысится доход. У вас появятся возможности, которых у вас никогда не было. Вы будете принимать решения не из выживания, а из переполнения. Вы войдете в пространство и больше не будете чувствовать себя маленьким. Вы будете есть со столов, за которыми когда-то наблюдали только снаружи. Но это не конечный пункт назначения. Это только начало. Потому что богатство без назначения – это хаос. Но богатство с божественным руководством становится наследием. Вот почему я ставлю вас на якорь. Потому что вы не просто будете иметь больше, вы собираетесь стать больше. Вы не сломаетесь под давлением. Вы не будете саботировать, когда все станет хорошо. Вы не будете откладывать свое благословение из-за сомнений. Вы будете идти под властью человека, который знает, что он был обучен в огне и освобожден во славе. Позвольте мне напомнить вам об этом процессе. Отказ – это было перенаправление. Задержка – это была подготовка. Тишина – это была изоляция. Мне пришлось прятать тебя на время не потому, что ты не был достоин, а потому, что ты не был готов нести, какое богатство я готовил для тебя. Мне пришлось очистить твои мотивы. Мне пришлось разоблачить твоих кумиров. Мне пришлось укрепить твою нервную систему, чтобы, когда придет благословение, ты не дрожал, а стоял. И теперь ты будешь стоять. Нет ничего скромного в том, чтобы жить в рамках своего потенциала. Нет ничего святого в том, чтобы сжиматься, чтобы другие чувствовали себя комфортно. Ваше богатство не сделает вас высокомерным, оно сделает вас доступными. Доступно для финансирования видений. Доступен для воспитания других. Доступно жить без страха. Готов ответить, когда позвоню. Потому что вы поднимаетесь не только ради себя.
Вы поднимаетесь ради тех, кто связан с вашим послушанием. К каждой душе я доберусь через твое «да». За каждую систему я буду трясти вашей щедростью. Для каждого человека, который найдет меня, потому что ты решил сиять. Вы поднимаетесь, и ничто не может остановить это. Ни твое прошлое, ни твои сомнения, ни твои старые привычки, ни твоя семейная история. Сейчас я переписываю сценарий. Я даю тебе разрешение, чтобы победить. И более того, я дарю тебе команду. Потому что некоторые из вас ждали достаточно долго. Время обработки закончилось. Настало время получения. Вы не опаздываете. Вы находитесь в доставке. Но не забывайте, моя благосклонность приходит с ясностью. Вы должны четко представлять себе, кто вы. Ясно, что вы несете. Ясно осознайте силу своих слов. Каждый раз, когда вы говорите с сомнением, вы откладываете сбор урожая. Каждый раз, когда вы подчиняетесь страху, вы теряете стратегию. Каждый раз, когда вы игнорируете свою интуицию, вы замалчиваете мои указания. Но каждый раз, когда вы доверяете мне, я двигаюсь. Каждый раз, когда ты подчиняешься, я ускоряюсь. Каждый раз, когда вы верите, я умножаю. Итак, давайте двигаться вперед с этой истиной. Вы созданы для богатства. Не для накопительства. Для течения. И этот поток начинается сейчас. Формируются контракты. Депозиты освобождаются. Есть передача земель. И они идут к вам, потому что вы, наконец, заняли свое место. Вы создали характер. Вы выдержали испытание. Вы прошли испытание. И я говорю сейчас, пришло время править. Не как тиран, но как сосуд. Не с гордостью, но с силой. Не для того, чтобы произвести впечатление, но реализовать. Мое царство будет расширяться благодаря вашему послушанию. Мое имя будет известно благодаря вашему превосходству. И ты будешь делать все это, пока благословен безмерно. Потому что это ваше наследие. Это ваше призвание. Это ваше обещание. И я никогда не нарушаю своего слова. Теперь, возлюбленные, вы достигли конца этого послания, но не конца движения, которое оно началось внутри вас. То, что когда-то было далеким, теперь стало близким. То, что когда-то было скрыто, теперь открыто. То, что когда-то было невозможным, теперь неизбежно. Вы не просто что-то прочитали. Вы что-то пробудили. И это пробуждение уже не приведет к сну. Я говорил в глубину вашей личности. Я снял завесу страха и показал вам то, что вложил в вас с самого начала. Вы почувствовали резонанс. Эта вибрация внутри твоей груди была не просто эмоцией, это было признанием. Истина знает свой дом, когда приходит. И вот истина нашла тебя. Я привел вас сюда не для того, чтобы дразнить вас надеждой. Я привел вас сюда, чтобы вновь познакомить вас с той версией вас, которую всегда знали небеса. Пусть этот момент закрепит вас навсегда. Пусть оно преодолеет любые сомнения, которые осмелятся возникнуть в предстоящие дни. Пусть это станет вашим новым стандартом, когда в вас постучится страх. Пусть это будет вашим стандартом, вашим компасом, вашим непоколебимым центром. Потому что истина проста, дитя, ты заработаешь много денег. И не из-за формулы, не из-за связей, не из-за удачи, а потому что так написано, потому что это говорится, потому что это сделано.
Но поймите следующее: вы получаете богатство не в качестве награды. Вы входите в них в ответ. Ответ на ваше послушание. Ответ на ваше внутреннее исцеление. Реакция на ваше решение перестать предавать себя во имя того, чтобы вас любили, одобряли, чувствовали себя в безопасности или были знакомы. Вы перешли черту. Ты покинул стадо. Вы услышали звонок. И на этот раз ты не отмахнулся от этого. И я смотрел. Я видел, как ты сказал «да» тайно. Когда ты совершил прыжок, не имея под собой сетки. Когда вы освободились от старого комфорта, чтобы освободить место для божественной ясности. У вас не было ответов на все вопросы, но у вас было соответствие. И этого было достаточно для меня. Потому что я никогда не требовал совершенства. Я требую только капитуляции. Итак, позвольте мне сказать это еще раз, теперь уже громче, более окончательно, более твердо. Деньги приходят. Не из-под твоего контроля, но из моего завета. Не от паники, а от обещания. Не от манипуляции, а от проявления. Вы не становитесь богатым в качестве посетителя. Вы вступаете в него как законный наследник. И на этот раз вы не ошибетесь. Вы не будете самосаботировать это. Вы не будете преуменьшать это. Потому что теперь ты знаешь, кто ты. А идентичность всегда определяет способности. Это богатство не случайно. Это не совпадение. Это знак. Это знак того, что вы выжили в пустыне, сохранив свой дух. Это знак того, что вы отказались быть низведенными до того, как вас называли. Это знак того, что вы больше не действуете по старым соглашениям, старым потолкам, старым законам. Вы не продукт экономики. Вы гражданин королевства. И в королевстве нет рецессии. Здесь нет засухи. У него нет долгов. Вы больше не раб системы. Вы управляющий божественной стратегией. И я доверяю вам такое обеспечение, о котором невозможно отследить, а только свидетельствовать о нем. Вы расскажете эту историю, и они подумают, что речь идет о вашей дисциплине. Но ты будешь знать, что это было твоем решении. Ваше решение согласовать. Верить. Действовать так, как пророчество было правдой, даже когда доказательства говорили об обратном. Вы сломали хребет нужде. Вы разрушили историю, которая держала вашу семью в заложниках. Вы переписали сценарий. И теперь я переписываю ваше окружение. Посмотрите, что произойдет в ближайшие дни. Следите за тем, кто появляется. Смотри, что открывается. Смотри, что отваливается. Я расчищаю дорогу. Я убираю помехи. Я освобождаю место для спешки. Потому что оно придет как наводнение быстрое, внезапное, неоспоримое. Но, дитя, позволь мне оставить тебя с этим, не забывай меня. Когда придет богатство, когда начнется перелив, когда счета расширятся и приглашения умножатся, не забывайте, откуда оно взялось. Не теряйтесь в блеске. Не стройте алтари успеху и забудьте того, кто поднял вас из ямы. Пусть каждый доллар будет напоминанием. Пусть каждая возможность станет памятником. Пусть каждое возвышение будет новым подношением. Потому что я не благословляю, чтобы вы могли дрейфовать. Я благословляю вас, чтобы вы могли закрепиться. Якорь в истине. Влюбленный якорь. Якорь в видении. Якорь в звонке. Впереди больше, чем вы можете себе представить. Это было только начало. Вам предстоит пережить дни, о которых вы раньше молились.
Вы собираетесь стать свидетелем чудес, которые разрушат временные рамки. Вы собираетесь войти в комнаты, которые подтверждают то, что я прошептал вам в тишине много лет назад. И когда вы это сделаете, дышите. Запомни этот момент. И знай, ты здесь не гость. Тебе место здесь. Вы принадлежите переполнению. Вы принадлежите божественному спокойствию. Вы принадлежите наследию. Вы принадлежите к влиянию. Вам место в покоях королей, в местах влияния, в стране изобилия. И еще не поздно. Вы не отстаете. Вы не забыты. Вы не дисквалифицированы. Каждая задержка имела свою цель. Каждый обходный путь имел свой урок. Каждая дикая местность дает вам выносливость, которая потребуется вашему будущему. И вот ворота открыты. Небо ясное. Сигнал сильный. Инструкция активна. Идите и получите. Не колеблясь. Не от стыда. Не подлежит сомнению. Но в полной уверенности, что я с тобой. Я иду перед тобой. Я защищаю то, что принадлежит тебе. Я увеличиваю то, что ты управляешь. Я умножаю то, что вы выпускаете. Я отвечаю, когда ты звонишь. А теперь позвольте мне благословить вас. Пусть ваши руки всегда будут открыты, открыты, чтобы давать, открыты, чтобы получать, открыты, чтобы строить то, что я призвал вас строить. Пусть ваш дух всегда будет настроен на шепот духа, настроен на чистоту изобилия, настроен на ритм небес. Пусть твое богатство никогда не перерастет твоей мудрости. Пусть ваш успех никогда не заставит замолчать вашу душу. Пусть ваш рост всегда соответствует вашей честности. Пусть твой голос никогда не дрожит, когда ты говоришь правду. Пусть ваше наследие начнется сейчас, не однажды, не тогда, когда это будет безопасно, а сейчас. И когда они спрашивают, как ты это сделал, ты не дрогнешь. Вы улыбнетесь. Вы будете говорить ясно. Вы скажете, Бог сказал, что я это сделаю. Я так и сделал. Потому что это теперь твоя история. Бог сказал, только для избранного 1%. Вы заработаете много денег. И дитя, тебя выбрали. Теперь иди так. Живите так. Ставьте лайк. Стройте так. Отдыхай так. Говори так. Люблю нравится. И никогда больше не сомневайтесь в этом. Вы освобождены. Вы уполномочены. Вы благословлены. И я, Господь, Бог твой, никогда не оставлю тебя и не покину тебя. Это ваше новое начало. И прежде чем уйти, послушайте внимательно, если это сообщение затронуло что-то глубоко внутри вас, и если что-то в вашем духе пробудилось, и если вы почувствовали, будто кто-то наконец выразил словами то, что ваша душа уже знала, тогда это слово не только для вас. Это для всех тех, кто все еще спит под чарами дефицита и ждет разрешения на процветание. Поделитесь этим сообщением. Отправьте это тому, кому нужно это услышать. Несите этот свет тем, кто все еще живет во тьме сомнений. Будьте мостом. Будьте каналом. Станьте частью движения, которое переписывает финансовые истории посредством божественной силы. И если вы хотите продолжать получать подобные сообщения, глубокие, священные, практичные, преобразующие, подпишитесь сейчас. Это только начало. Это еще не все. Больше кодов изобилия. Больше духовных блоков. Еще больше откровений с небес для вашей реальности. Нажмите «Зарегистрироваться сейчас». Включите уведомления.
Потому что следующее слово может оказаться тем, которое изменит все. Вы входите в 1%. И теперь ваша очередь возглавить остальных. До следующего раза. Пусть богатства небес найдут дом во всем, к чему вы прикасаетесь.